Пали один на свете. Просыпайся. Давай лежи бока. Сейчас будет звонить по телефону. Утро. Пали проснулся в своей кроватке. Еще очень рано. Из окна ярко светит солнце. В доме совсем тихо. Иди, разбуди маму. Сделай ей сюрприз. Пали встает и на цыпочках идет по коридору. Он открывает дверь в спальню и заглядывает туда. Мамина кровать пуста, папина тоже пуста. Где же мама и папа? Немного странновато. Вообще-то они уже взрослые, у них могут быть свои дела. Пали возвращается в свою спальню, но спать уже не хочется. Одевайся. Покажи папе, что ты уже большой мальчик. Он сейчас сам оденется, ведь он очень большой мальчик, и пойдет играть во двор. Стоп. А умыться? Ты забыл умыться. Только мыться Пали не очень любит. И поэтому намыливает самый кончик носа. И так сойдет. Может быть, мама готовит тебе сюрприз, поэтому и нигде нет. Умытый и одетый, Пали оглядывает всю квартиру. Но папы и мамы нигде нет. Похоже, ты один во всей квартире. Интересно. Вот интересно. Пали один во всей квартире. Ты везде проверил? Ты один во всей квартире. Пали выходит на улицу. Вообще-то ему не разрешается выходить на улицу без спроса. Ведь ты идешь искать папу и маму. Но ведь он идет искать папу и маму. Смотри, трамвай. На улице против подъезда стоит трамвай. Что? Загляни в окно. Ага. Ни кондуктора, ни вагоновожатого. В вагоне никого нет. Ни кондуктора, ни вагоновожатого. Куда же делись люди? Молочно. Они все там. Пали заходит в молочную. Продавщицы у прилавка нет. Покупателей тоже нет. Значит, они прячутся в другом месте. Они играют без тебя. На улице пусто и очень тихо. Похоже, это не игра. Машины не едут. Машины не едут. Трамваи стоят. Трамваи стоят. Прохожих нигде не видно. Становится немного Ты страшно. остался один. Пали один на всем белом свете! Пали, проснись! Открой глаза! Проснись, Палли! Тебе снится страшный сон! Пали проснулся. В окно ярко светит солнце. Тебе приснилось, что ты был один. В доме тихо. Это был всего лишь сон. Ты куда? Все еще спят. Пали заглядывает в спальню. Да, конечно, лучше убедись. Мамина кровать пуста, папина тоже пуста. Не волнуйся. Они проснулись и занялись своими делами. Пали возвращается в свою спальню. Спать уже не хочется. Мыться и во двор гулять. Пали одевается. Мама придет, сделает тебе завтрак и обязательно тебя позовет. Молодец, ты думаешь, как взрослый. Он снова намыливает только кончик носа. Правильно, нужно умыться, пока тебя никто не контролирует. А тебе не кажется, что ты уже мылся? Но Дежавю? что-то ему подсказывает, что он уже мылся. Что застрял? Пошли. На всякий случай еще раз оглядывает всю квартиру. А правильно, проверь. Но ты точно один во всей квартире. Вот интересно, Пали один во всей квартире. А может быть, ты один во всем городе? Это было бы здорово, да? Да. Тогда бы никто не спрашивал тебя, почему ты такой задумчивый.
Пали выбегает на улицу. Постой, а как же завтра? Мама будет ругаться. Он знает, что ему запрещено выходить на улицу без спроса, но ведь он идет искать папу и маму. Точно. Ты идешь искать папу и маму. На улице против подъезда стоит трамвай. О, опять дежавю. Проверь, может быть, там кто-то есть в трамвае. Никого. Может, пропало электричество, и вагоновожатая объявила неисправность, Может. и все люди вышли? Но вряд ли. Пали заходит в молочную и выходит из нее. Ты еще сомневаешься? Скорее всего, город пуст. И пора подумать, что это дает. На улице пусто и очень тихо. Улица пустая, это же очевидно. Машины не Ну едут. как они могут ехать по аллее, если в городе никого нет? Трамваи стоят, и прохожих нигде не видно. Ты же хотел, чтобы было все можно! Смелей! Пали один на всем белом свете! С чего начнешь? Пали заходит в кондитерскую. Отличная идея. Здесь конфет как снега. Там он набивает себе рот шоколадом. Он знает, конечно, что этого делать нельзя. Все в порядке, тебя некому ругать. Раз он один на свете, кто же его будет ругать? Кто-нибудь остановите Пали, у него будет диабет! Ты сейчас лопнешь! Все, не лезет. Во фруктовом магазине он набивает полный рот яблоками, Возьми что-нибудь с собой. а 2 апельсина запихивает по карманам. Всего же ведь не съешь. Куда же все-таки делись люди? Смотри, еще один трамвай. За углом Пали видит еще один трамвай под номером 2. Покатаемся. Пали заходит в трамвайный вагон и садится на место вожатого. Он надевает фуражку вагоновожатого. Теперь он настоящий вагоновожатый. Видел бы тебя папа. Обычно вагоновожатый давит на педаль и крутит руль. Пали крутит руль, и его трамвай летит вперед. У-ху! Это предельная скорость. Отлично, ты почти летишь. Пали несется по направлению к центральной площади. Смотри вперед! Но вот он видит на рельсах впереди еще один трамвайный вагон. Мы сейчас врежемся. Как же остановить трамвай, думает Не Пали. паникуй, Пали! Думай! Нет, нет! Сейчас будет авария! И вот Пали на полном ходу врезается в стоящий впереди вагон. Трах! И он кубарем слетает на мостовую. Это было круто! Давай еще раз! Ни одной царапины. Вот повезло. Вот дом. Что за дом? Ты что задумал, Пали? Здесь находится банк, в котором люди хранят деньги. Отличный план. Валя, ты гений! Он заходит в открытую настежь дверь и берет целый мешок денег. Теперь можно купить все, что захочется. Он рад. Теперь можно купить все, что захочется. Вот он! Смотри, ты так долго о нем мечтал. В витрине магазина игрушек он видит чудесный ножик, но Пали не может его купить. В магазине нет ни продавцов, ни кассир. Эх, жаль. Но идея была классная. Да-да-да, идея была просто супер. Смотри, какая лестница наверху. Пали видит огромную пожарную машину со складной лестницей наверху. Помнишь, ты мечтал стать пожарным? Это твой шанс. Он садится за руль машины, нажимает на все кнопки би-би-би. И машина трогается с места. Пали объезжает весь город, но пожара нигде не видно. Жаль. Другой раз. И вдруг мотор заглох. Что случилось? Мы стали? Машина остановилась. Оказывается, кончился бензин. Очевидно, закончился бензин. Ну да, такое случается. Может быть, на детскую площадку? Точно. Через парк. Идем в парк. Может пойти через парк, думает Пали. Отличный газон. Как тебе? Отлично ступается. Пали ступает прямо на газон, на котором стоит табличка с надписью «По газону не ходить». Надпись. Какая еще надпись? Пусть найдется тот, кто ее написал. Да не все ли ему равно, ведь он же один на всем белом свете. О, качельки. На детской площадке стоят качели. Че, я первый? Нет, я. Это я. Мне очень хочется покачаться. Но кто же сядет на другой конец доски? Ну да, нужен кто-то весомый. Никого из старых друзей нет. Ну да, без друзей нельзя. Без них хорошо, но и без них нельзя. Пали заходит в зал красивого кинотеатра.
Хорошо, когда билетов не спрашивают. Билетов никто не спрашивает. В зале очень тихо. Но картин никто не показывает. Очевидно же. Кого же не осталось? Кто же их будет показывать? Ведь Паля один остался на всем белом свете. Что-то есть хочется. Паля очень проголодался. Ведь он давно уже ничего не ел. Может быть, в ресторан? Да, самый большой. Он заходит на кухню большого ресторана, но еда на плите холодная. Она, наверное, даже еще и не сварилась. Ты же видел картинки в маминой книге рецептов. Что, сложного приготовить себе обед? Проще пареной репы. Тогда он решает сам приготовить себе обед. Он наливает кастрюлю воды, насыпает туда овсянки и ставит ее на газ. Расплюнуть! Да, только не в кастрюлю. А сколько ждать? Пока вкусно не запахнет. Но каша получилась очень невкусная. Просто вода была очень горячая. Она пригорела и стала такой густой, что Паля с трудом воткнул в нее ложку. Или каша слишком сухая? Не отчаивайся. Быть одному не так уж плохо. Оказывается, вовсе не так уж приятно быть одному на всем белом свете. Не хнычь. Паля очень соскучился по своим товарищам. Папе, по маме. Да. Слишком скучно. Особенно без папы. А без мамы вообще смысла в жизни нет. Особенно по маме. Паля, не просыпайся. В этом нет смысла. Не просыпайся, Пали. Утро. Паля проснулся. В доме совсем тихо. В доме слишком тихо. В доме никого нет. Если никого нет, лучше еще поспать. Паля встает. Зачем? Он приоткрывает дверь и оглядывает спальню. Ты знал, но все равно заглянул. Где же мама и папа? Ты надеялся, ты молодец. Спать уже не хочется. Сейчас он оденется и пойдет играть во двор. А сейчас? Это сейчас или это уже было? У тебя нет ощущения какого-то дежавю? Дежавю. Ты ощущаешь острое дежавю. А может быть, это не дежавю, а перемещение в измерении? Конечно, перемещение в измерениях. Посмотри, в зеркале это твой нос? Или это нос твоего другого я? Ну-ка, ну-ка. Да, это вроде твой нос. А движение? Движение синхронно. Так. Вроде бы синхронный. Конечно, это твой нос. Перемещение в измерениях бывает только в комиксах. Этого не может быть. Сейчас он еще раз осмотрит всю квартиру. Папы и мамы нигде нет. Но этому есть какое-то объяснение. Они где-то есть, обязательно. Паля выходит на улицу. Ему очень бы хотелось услышать, что на улицу выходить без спросу нельзя. Нет, не слышно. Никто не говорит. Что если с мамой и папой что-то случилось? И он решительно бежит искать папу и маму. Молодец. Это правильное решение. На улице против подъезда стоит трамвай, но в вагоне никого нет. Опять дежавю? Это больше, чем дежавю. Это точно было, только когда и где? Паля заходит в молочную, в надежде на то, что хоть сейчас продавщица вышла на работу. А вот то, что ты заходил сюда, мало сказать, что просто дежавю. Это точно было, только когда и где. Да, потом ты выйдешь на перекресток и станешь на трамвайные пути. Давай сделаем все по-другому. Выйдем через черный ход. Как? Ты снова на рельсах? Как такое может быть? Ничего себе, все повторяется. На улице пусто и очень тихо. Машины не едут, трамваи стоят. Людей нигде не видно.
Пали один. На всем белом свете. Нет, нет! Не плачь. Остановись! Ты не одинок. О, тебе нужно улучшить настроение, тогда ты во всем разберешься сам. Пали заходит в кондитерскую. Смотри, сколько сладкого. Сейчас все наладится. Там он набивает себе рот шоколадом. А, не торопись. Много сладкого нельзя. Он помнит, что этого делать нельзя. Помни, ты идешь искать маму и папу. Во фруктовом магазине он берет 2 апельсина и засовывает их в карманы. Правильно. Ты можешь кого-нибудь встретить. Вдруг он кого-нибудь встретит. Он снова заходит в стоящий за углом вагон трамвая под номером 2 и садится на место вожатого. Ага, помнишь? Ты здесь уже был. Осмотрись. Фуражка так лежала? Или по-другому. Он надевает фуражку вагона вожатого и не думает, как он выглядит. У трамвая руль. Такого не может быть. У трамваев не бывает руля. Была авария. Помнишь? Он думает, если у трамвая руль, значит он мог свернуть. Маловероятно, но не поспоришь. Давай попробуем. Пали крутит руль, и его трамвай летит вперед. Трамвай несется к центральной площади. Вон он, тот трамвай. Так и есть. Пали видит, впереди на рельсах стоит тот самый трамвай. Как в прошлый раз, все повторяется. Он приближается. Крути руль! Он Сворачивай! пытается свернуть. Ну же! Сейчас мы врежемся! Руль здесь просто так, думает Пали. Трах! И он кубарем слетел с сиденья прямо на мостовую. Верно. Руль здесь просто так. Тут все понарошку. И может и это сон. Трамвай был на ходу, значит электричество в городе есть. Ты куда? В банк? Тебе не кажется, что ты там уже был? Что ты задумал? В банке Пали берет деньги из самого секретного сейфа в надежде на то, что сработает сигнализация и его арестуют и поставят в угол. Отличная идея. Молодец. Сейчас приедет полиция, будут сирены, все из-за тебя. Увы, никто не появился. А сигнализацию чуть не оглох. Не расстраивайся. Думай о чем-нибудь хорошем. В витрине магазина игрушек выставлен чудесный ножик. Стоп. Это, конечно, мечта всей твоей жизни, но тебе не кажется странным, что ножик продается в детском отделе? Пали думает, что-то тут не так. Ножи не должны продаваться в детском магазине. Интересный вопрос. Ты настоящий Шерлок Холмс. Пали неожиданно снова садится в пожарную машину. Зачем? Ты там был, это было неинтересно. Если людей нет, то и пожаров не будет. Пали думает, машина заводится от нажатия кнопки. Этого не может быть. Это ты точно подметил. Машина трогается с места. Непонятно, что это доказывает. Ну что-то же доказывали. Снова закончился бензин. Снова мотор заглох. Машина остановилась. Все как и в прошлый раз. Пали, соберись. Полицель. Ты идешь искать маму и папу, напомнил себе Пали. Молодец. Умница. Пали ступает на газон, на котором стоит табличка с надписью «По газону не ходить». Давай, топчи траву. Эй, цветы! Он отказывается верить, что он остался один на всем белом свете. Топчи нагло и целенаправленно. По-хамски топчи! Он надеется, что придет тот, кто его остановит и наругает. Сейчас они все вылезут. Такого никто не вытерпит. Но таких нет. На детской площадке стоят качели. Пали очень хочет покачаться. Может, притащить камень? Камень напоминает Муму. Лучше не надо. Тогда пошли искать людей.
Пали заходит в красивый зал кинотеатра. Здесь никого нет и сеанса не будет. Ты что, забыл? Он знает, что картину никто не показывает. Просто здесь ему легче представить присутствие людей. А, понятно. Не грусти. Помнишь ресторан неподалеку? Пошли поедим. Он заходит на кухню большого ресторана, но еда на плите холодная. Надо самому готовить. Ты что, забыл? В этот раз у тебя все получится. У меня все получится, говорит себе Пали. Молодец. Так, ставь на плиту и подожди. Теперь попробуй. Твердая? Проверь ножом. Но каша снова получилась очень невкусная. Может быть, это она тебе не нравится, а кому-нибудь бы и понравилось. Если, конечно, кто-то есть на этом свете. Пали очень соскучился по своим товарищам. Папе и маме. Все пропало, что же делать? Придется одному быть на всем белом свете. Но может все-таки где-нибудь остались люди? Валя, что ты задумал? Пали садится в красивый автомобиль и едет по городу. И так быстро? Эта машина создана для быстрой езды. Не заметишь, как разобьешься. Наконец он подъезжает к аэродрому. Ух ты! Здесь ты еще не был. А, полетать на самолете? Отличная идея. Он забрался в кабину большого самолета. Ничего себе! А откуда ты знаешь, куда нужно нажимать? Такое бывает только во сне. Это точно сон, теперь все становится на свои места. Он летит высоко у самых звезд. Валли, на самолете лучше не подниматься в верхние слои стратосферы. Ух ты! Звездочки! Бах! Самолет врезался прямо в месяц. Как в месяц? Месяц бывает только в сказках. Врезаться можно только в Луну, но никак не в месяц. Тебе все это снится, Палли! Бедный Пали врезался головой вниз. Все в порядке, Палли, это точно сон. Падая вниз, ты бы точно сгорел в слоях атмосферы. Просыпайся, Палли! Валли, проснись! Пали закричал и проснулся. Оказывается, все это ему только приснилось. Тут вошла мама. Пали рассказал, что ему приснилось. Он думал, что остался совсем один на свете и мог делать все, что хотел, но ему стало так скучно одному. Пали вскочил с постели, оделся, и вот он уже в парке, на площадке со своими товарищами. Как весело играть всем вместе. Палли, а тебе не кажется, что они улыбаются только тогда, когда ты на них смотришь? А еще смотри, на качелях два мальчика не могут перевесить одну девочку. Ты уверен, что они не притворяются? Так не бывает. Проснись, все вранье! Это снова сон. Просыпайся! Срочно! Просыпайся! Давай, Палли! Нужно во всем разобраться.